Привет, друзья! В этом видео покажу, как приготовить ржано-пшеничный хлеб с ржаным солодом. Для этого мне понадобятся свежие дрожжи, соль, вода и мука. У меня здесь сверху ржаная цельнозерновая, снизу пшеничная первого сорта и ржаной солод. Так солод выглядит в упаковке. Также на нем указано, что он ферментированный, и сзади на упаковке вы также найдете рецепт приготовления хлеба и кваса. Далее я подогреваю воду в микроволновке до 30 градусов, не выше. Водичка должна быть чуть теплая. Добавляю соль и дрожжи. Когда дрожжи свежие, они крошатся, не размазываются. Также имеют однородный цвет и приятный запах. Включаю миксер на вторую скорость и жду, когда разойдутся дрожжи. Далее, когда я вижу, что дрожжи уже разошлись в воде, я начинаю потихоньку добавлять муку. Также можно перед тем, как готовить хлеб, муку смешать до однородности. Но я этого не делаю, она и так прекрасно вмешивается в тесто. Когда тесто становится более густым, я переключаю комбайн на первую скорость. Также этот хлеб можно замесить и вручную. Для этого используется венчик, пока тесто будет не сильно густое. Затем какую-либо плотную силиконовую лопатку, либо же деревянную. Тесто не нужно долго вымешивать, только до момента, когда объединятся все ингредиенты. Когда тесто уже совсем густое, я немножко помогаю лопаткой. Тесто получается очень густое и довольно-таки липкое. Прямо в диже миксера я накрываю тесто пищевой пленкой, делаю небольшие отверстия и отправляю на расстойку. У меня тесто расстаивается в духовке на самой минимальной температуре, хотя в некоторых духовых шкафах есть специальный режим для йогурта и расстойки теста. Пока тесто расстаивается, я подготавливаю формы. Формы для хлеба я не мою, лишь перед выпечкой смазываю их хорошо сливочным маслом. Информацию о том, как подготовить для выпечки новые формы, я оставлю в описании. Мое тесто уже подошло, и теперь я буду формировать из него хлеб. Немного присыпаю стол мукой, можете использовать любую, либо ржаную, либо пшеничную. Далее выкладываю тесто и немножко также сверху его припыляю мукой, чтобы оно не так липло к рукам. Затем разделяю его на две части. Делаю это приблизительно. Если вы хотите более точно, тогда используйте весы. Сформованный хлебушек раскладываю по формам и накрываю бумажными салфетками. Можно также накрыть пакетом, если у вас есть, либо полотенечком. И также отправляю на расстойку. Если у вас в помещении тепло, оставляйте хлеб на расстойку прямо при комнатной температуре. А в это время включайте духовку. Пока будет расстаиваться хлеб, как раз нагреется духовой шкаф, потому что все-таки его нужно разогреть до 220 градусов. При этой температуре хлеб будет печься 10 минут. Затем убавляем температуру до 200 градусов и выпекаем еще 40 минут. И вот хлебушек уже готов. Он очень хорошо выходит из формы, ничего не пристает. И оставляю его так на решетке остывать. Разрезаю его еще теплым. Когда он теплый, он очень-очень мягкий.
Затем, когда остынет, он станет более плотным. Этот хлебушек очень вкусный, с приятным цветом и ароматом. Очень сложно удержаться, чтобы сразу не скушать теплый хлеб, но все же лучше этого не делать и хлебушек кушать на следующий день. Питайтесь вкусно и полезно. Всем пока!